Каждую ночь мы выздоравливаем и омолаживаемся. Неправильные диагнозы и неправильный подход вообще к человеку. Месяца 2 я ходил и не мог понять, что со мной происходит. А получается, что вы делали несколько раз, и все зря, потому что вам поставили неправильный диагноз. Направляют на МРТ, говорят потом неправильный диагноз. В соседнем кабинете может не понять даже, что это за диагноз. Это же так? Сам же доктор может не понять. С самой медициной тоже надо еще разбираться. Как вообще должно строиться здоровье человека? В искусственный интеллект введите, и он вам это все, еще он так мягко рассказывает, почему он меня это к себе расположил. Искусственный интеллект — это все-таки интеллект. Диагноз ставил искусственный интеллект. А кто его научит этот диагноз ставить? Не у всех есть деньги и возможности везде печататься в известных журналах. Сейчас называют проблему тучные люди, вот большой вес, да. Ребят, что греха таить, у меня тоже есть лишний вес. Мы начинаем есть бургер, запивая пепси-колой. Подушка. Какую подушку выбрать? Их столько много. Сердечники, все эти инсультники, они как попадают в стационар на скорой помощи, им же поднимают этот вот головной конец, они полусидя выздоравливают, потом возвращаются домой и опять спят с пережатой шеей. Палец у меня заболел, надо удалять. Чем больше зубов удаляете, тем ближе вы к деменции становитесь. Дорогие друзья, у нас сегодня в студии Татьяна Бондарева. Татьяна у нас уже 40 лет как медицинский работник, врач, академик. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что происходит в медицине? У нас искусственный интеллект. Уже люди сегодня идут в искусственный интеллект, спрашивают вопросы медицинского характера. Это вообще можно? Смотрите, искусственный интеллект вообще свалился на голову всему человечеству, как откуда-то данность, как комета с хвостом. И все сейчас спорят, он нужен, он не нужен, он. И тем не менее, прям его активно уже начинают внедрять во все области. И я смотрю, да, что в медицину пытаются тоже, правда, это, знаете, похоже из сказки, как Иванушку в печку вставляли, он там руки-ноги топорщит, и его пытаются туда поставить. А я думаю, что потому что с самой медициной тоже надо еще разбираться, прежде чем туда искусственный интеллект очень хорошо войдет. Я перед нашей с вами встречей поизучала искусственный интеллект, потому что тоже к нему относился так немножечко с осторожностью, потому что свалился он без потребностей человечества. Вот это мое личное мнение. Может быть, вы со мной поспорите. Ну, я не знаю, на самом деле мне казалось, что эта технология назревала уже очень давно. Мы как бы долго сидели в интернете, да, информации появлялось все больше, больше и больше. Уже начали перепродавать какие-то книги, уже появились, простите меня, инфо-цыгане, которые читали книжку, потом ее пересказывали. Я сколько психологов вижу, я просто эти книги читал. Ребята, вы, которые создаете эти шорты, я знаю, что вы читаете книжку, еще не успели дочитать, уже записываете шорт. Мы это все прекрасно знаем. А вот настоящая медицина, да, мы когда говорим, реально, когда вот академики, профессора, консилиумы подходят к этому вопросу, я понимаю, что действительно вы отвечаете, когда вы какой-то совет даете пациенту, вы за него отвечаете. Люди, которые в кадре прочитали, да, особенно психологи, им вылечится хорошо, не вылечится, спишем куда-нибудь, да, на 1%. Вот искусственный интеллект, там он будет вот какой-то прогресс нам в ближайшее время показывать? Ну, вот здесь при анализе ситуации вообще с медициной до меня дошло такое, что медицина, она меняется тоже, она как бы сближается с искусственным интеллектом. В каком плане? Если раньше доктор был эскулапом, и доктора друг с другом разговаривали на латыни, и человек сидел, вообще ничего не понимал, то потом как бы диагнозы стали более понятные. Мама каждая знает, как лечить своего собственного ребенка, она даже может не вызвать никого. Потом стали разделять, то есть эскулап, он должен был знать все про человеческий организм. А потом стали разделять, терапевт лечит там в животе или в горле, педиатр лечит ребенка, невропатолог лечит голову, уролог там урологию. То есть разделили само человеческое тело на части, разделили узких специалистов, они друг с другом не находят общего языка. И сейчас, когда они называют диагноз, в соседнем кабинете может не понять даже, что это за диагноз. Сам же доктор может не понять, может не интересоваться этим органом. И иногда доходит до абсурда, например, человек идет
к терапевту, ему назначает таблетку и назначает, идите к эндокринологу, тот идет, ему назначает таблетку, ну, сходите там еще куда-то, он сходил, у него целый горсть таблеток, и следующий специалист даже не спросит, а вам что там назначили. У меня были такие случаи, сейчас я скажу вот уточнение. Я один раз пошел к частному врачу, мне реально выписали вот такую гору таблеток. Да. Меня чуть скорая не забрала потом, когда все таблетки принял. А это профессиональные врачи, и доктора. потом надо такие. лечиться после лечения. Я потом, наверное, отходил, месяц. Я потом понял, что таблетки, скорее всего, это как бы нужно применять, но прям в очень каких-то серьезных случаях. Вот мне интересно, да, мы много говорили про то, что медицина, вообще в целом медицина, она новая наука, и мы еще очень слабо знаем себя. Философы это говорили, сколько книг написано, что можно излечить самих себя. Вот я на самом деле, когда начал изучать искусственный интеллект, он дает иногда советы: не иди таблетку прими, а попробуй сделать какие-то вот упражнения. Да? Да, это хорошо, он собирает вообще все сведения и все знания, но здесь ну, надо было бы сначала навести порядок, а для этого вот нужно понимать, что происходит с медициной. Если вы, может быть, читали, помните, в искусственном интеллекте можно почитать, что раньше была еще одна составляющая, кроме физического тела, еще был дух или эфир, которые тоже лечили, кстати. Сейчас есть какие-то отголоски в виде психосоматика, там вот такие, да, но мы не говорим, что психиатрия. Но про что я хочу сказать? Вот это разделение физического тела тоже на специальности врачей, это тоже путают и пациентов. Они к себе начали относиться как к частям. И второе, сейчас благодаря интернету, что люди пытаются разобраться, раз врач не понимает и назначает что-то не то, или ему не помогает, или следующий врач противоречит, говорит, что он там вам назначил, это вообще все, это будет вредить вот этому моему органу. То есть один назначает для одного органа, но это вредит для другого органа, и последующее как бы отменяет. Поэтому потребность в интернете, чтобы проверять врачей, сейчас стала насущной, и мне как врачу это не нравится, потому что, ну, врач должен нести ответственность же, да, а это здесь, получается, 10 врачей лечат одного пациента, разделили его на части, и потом пациент еще и сам себе проверил все в искусственном интеллекте или в интернете, сделал коррекцию. Я выступаю больше за то, что сейчас отменить вот эти непонятные диагнозы, которые идут из исторической такой давности, ну, например, шейный остеохондроз. Что может сказать это пациенту? Он, конечно же, лезет сразу в интернет и смотрит шейный остеохондроз. И там начинается вот этот интернет, ему все собирать, что это и деструкция может быть, и какая-то атрофия, и сдвиг, там, и спазмы, и нарушение кровоснабжения. То есть пациенту все равно это не помогает. Он прочитал как учебник, да, по медицине, но ему это не помогает. Я предлагаю больше использовать из своей концепции. Я автор концепции «Человек изначально идеальный», то есть творение Бога. А международная медицина, она больше идет по теории Дарвина, поэтому разделение на какие-то органы. Вот. И я больше за то, чтобы сейчас приблизить диагнозы к пониманию своего собственного организма, и тогда в искусственном интеллекте мы будем больше понимать, если мы читаем сознанием дела. Или хотя бы искать вот именно с этим акцентом. Ну, например... Ну, искать истину. Я вот сейчас немножко уточню. Ребят, вот у меня была такая страшная история в жизни. На самом деле у меня заболел ребенок, мы там пошли, сдали анализы, и я начал искать в интернете, да, там ввел какие-то параметры, что только там мне не выдало. Да. Там, и потом мне начали, сначала испугали меня, да, Google, спасибо большое, ты меня испугал. Потом ты мне начал продавать какие-то препараты. Потом ты мне сказал, иди, пожалуйста, к врачу и сначала проверься с врачом. То есть я просидел там час, у меня стресс был какой-то. Но здесь я выступлю именно адвокатом к искусственному интеллекту. С ним такого не происходит. Он, если правильно задавать вопросы, он, в принципе, вас не пугает. Он говорит, по-другому подача. Я тоже это заметила, кстати, да. Я задала ему вопрос каверзный, я потом вам расскажу. Это я копала против искусственного интеллекта, но он меня, как бы сгладив ситуацию, он мне ответил так, что я теперь за него. Да вы что, интересно. Вот, и теперь я хочу вернуться к той методологике, о которой вы говорите. Да? Мы много знаем о том, что человек может вылечиться сам. Я
хочу услышать ваш комментарий про один очень важный вопрос. Я уже просмотрел на 5 или 6 подкастов за последнее время иностранных, Англия, США, Германия, что известные хирурги, именно хирурги, которые проводят операции на сердце, говорят, нужно нам не есть. Вот 3 дня вы не едите, организм полностью очищается, и с этого момента вы можете там понизить свой, да, какой-то там индекс, они это объясняют медицинскими терминами, и это хорошо. Такие практики я, кстати, встречал и в других книгах, когда люди рассказывали, я не знаю, правда, неправда, если на вашей практике такие случаи, что лечили даже рак. Они не ели там неделю, месяц, а потом оказалось, что эта болезнь либо ушла, либо симптомы понизились, а может, возможно, это не был вообще тот же самый рак, да, потому что могла быть и ошибка. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, я встречалась, так как я работаю уже больше 20 лет по концепции «Человек в создании Бога», то я много этих возможностей у организма видела. И когда, так как я долго работаю, то вокруг меня собираются люди, которые тоже смотрят на это с этой точки зрения. И поэтому здесь можно голодать, но можно, например, петь, и организм начинает выравниваться и тоже гармонизироваться. А когда гармония, расслабление, то улучшается кровоснабжение, он вылечивается. Кто-то рекомендует, например, у остеопата прийти и расслабиться. То есть организм вылечивается в любом случае, если вы начинаете этот путь. Начните, уменьшите какие-то вредные продукты, которые вы точно знаете, что они вредные. Но посмотрите в интернете, какие из ваших... Составьте себе, вот что вы едите, да? И проверьте в интернете, вот что из этого списка вредно точно. Ребята, не в Гугле, в искусственном интеллекте, потому что Google вам скажет все полезно. Все, абсолютно или все полезно. напугает опять же, да. Да, или опять наоборот, в одном сайте это полезно, в другом это бесполезно, в третьем мы еще пока не знаем. Столько в жизни мнений я никогда не слышал. Согласна, в искусственный интеллект введите, и он вам это все, еще он так мягко рассказывает, почему он меня это к себе расположил. Он делает это очень мягко, ненавязчиво и не пугает. Действительно, как-то вот все за и против. Он доводы за и перечисляет, доводы против и перечисляет. Поэтому вот сам естественный интеллект, он все равно остается активный, когда ты анализируешь вместе с компьютером, ты анализируешь эту информацию. Вот, это очень интересно, но по моей концепции, мне кажется, еще маловато там сведений. Вот это как раз сейчас опасность, как бы неправильные диагнозы и неправильный подход вообще к человеку, когда его разделили на органы, разделили на специалистов, неправильно ставить диагноз. Неправильно я имею в виду на непонятном языке для человека. Надо сначала диагноз переписать. Ну, например, шейный остеохондроз, я вот начала говорить это. А надо сказать, что это спазм мышц шеи из-за того, что я неправильно сплю. И тогда диагноз становится более понятный. Если я в искусственный интеллект введу остеохондроз, он мне там много всего сделает. Если я введу спазм мышц шеи, он мне совершенно может быть более точный. То есть такой более детальный анализ, более правильная постановка диагноза и, возможно, ребят, вот то, что я слышу тоже из заграничных, и, возможно, у нас в стране есть такая возможность, и уже мы по стране как бы широко не знаем, где врачи применяют искусственный интеллект и находят новые решения, да, именно вот в этой конкретной области. Нам это важно, это наша жизнь, это наше здоровье. Вот скажите, по вашей философии, да, вы начали про нее рассказывать, как вообще должно строиться здоровье человека? С чего нужно начать? Вот мы же рождаемся все вроде бы здоровыми, большинство из нас. Почему потом мы начинаем болеть? По моей теории, это спазмы мышц нашего организма. И у нас была сломана наша традиция европейская. Кстати, европейцы, они же очень много все расселились, да, и Австралия, и Америка, это все европейские культуры. Не говоря уже о нашей стране и Европе. Вот, основная теория европейская была правильно спать, голова выше живота, полусидя. И в 70-х годах эту традицию европейскую сломали, и сломали педиатр. Да. Я удивилась, и это мне дал именно искусственный интеллект, потому что нигде понять и найти я этого не могла. И когда я задала искусственному интеллекту вопрос, откуда, почему вот была сломана эта традиция и начали все спать на плоских подушках или на ортопедических, то искусственный интеллект мне нашел эту причину. Это Ассоциация педиатров Америки.
Они боролись таким образом с смертью новорожденных у себя в стране. И в ВОЗ дали рекомендации, как надо класть детей. Это, я не думаю, что это помогло, потому что никто не проверил, никто не исследовал это. Я так подозреваю, и в 70-х годах наши педиатры взяли под козырек и всех положили. Я так понимаю, что везде это проблема, потому что в Америке, например, сейчас называют проблему тучные люди, вот большой вес, да. Я уверена, что это еда, конечно, и сломали культуру понимания, что мы едим, но и обязательно как спать. Вот, потому что я просто уверена, что большинство людей с большим весом, а это сейчас по всему миру проблема, это люди, которые спят на животе. Ребят, что греха таить, у меня тоже есть лишний вес, и я с ним борюсь уже, наверное, много-много-много лет. И я, честно скажу, когда я лучше сплю, я чувствую, что я худею, честно. Я не знаю, это как-то взаимосвязано? Это взаимосвязано с шеей. У нас есть наш компьютер и наш интеллект. У нас есть шея, на которой нет жесткого каркаса, то есть она может выжаться, как вот полотенце выжимаем, да, то есть если мы шею вот так сделаем. И каждый из нас может провести такой эксперимент, встать и далеко-далеко посмотреть назад, например, вот, да, вот сделайте такой эксперимент себе. И вы почувствуете, что буквально через несколько секунд у вас мушки черные появятся перед глазами, будет состояние такое, как будто вас укачало. То есть наш мозг очень чувствительный к отсутствию кислорода. И если вы шею зажали буквально на секунду, он уже вам скажет, что мне не хватает кислорода. Вот именно это он и говорит. Я хочу есть, у меня нет ресурса. Человек начинает чавкать, а я доказала, что функция зубов это не живот набить, а мозг улучшить кровоснабжение. Это именно по моей теории. И я это доказала, проведя УЗИ мозговых артерий. Когда у нас нижняя челюсть ходит как челнок, открывая рот, то у нас мышца шеи сокращается, и сосуда забрасывает кровь в мозг. Это как корову доить, да? И вот мозг говорит, хочу есть. Мы начинаем есть бургер, запивая пепси-колой. Живот набили, а в мозг не поступила кровь, потому что я тоже это проводила. Ели булку, и не работает этот механизм, когда зубы участвуют в кровоснабжении мозга. И мозг через минуту говорит, хочу есть. Человек идет, опять кушает, там опять булки, опять бургеры. То есть здесь характер еды тоже поменялся, и поэтому он тоже играет большую роль. Вот. Если вы хотите быстро наесться, чтобы мозг сказал, я наелся, все, мне не надо. Ему надо хорошее кровоснабжение. Как мы кровоснабжаем мозг, когда, например, нам холодно или страшно? Мы стучим зубами со страха, да? Вы все так знают, да? Ну вот постучите зубами, ну, например, огурцом, или морковкой, или яблоком, и вы сразу же наедитесь, и кушать не будете хотеть. И про это говорят диетологи, что лучше съесть овощи, фрукты, чем набить живот, например, булкой. Но они как бы около ходят и не объясняют так. А у нас логика как работает? Как я с огурца-то наемся? А оказывается, наесться надо не в животе, а в голове. И то есть, по сути дела, движение челюсти, оно помогает мозгу понять, выработать то, что вы и говорили. Да, сократить мышцы шеи. То есть сонную артерию нужно, как это, надоить корову. Сокращая мышцы шеи, мы забрасываем кровь в мозг. У меня единственный вопрос был, а откуда в мозге артерии-то? Ну, там же есть артерии, они же уже заполнены, например, сердце стучит, и кровь попала в мозг, да? А оказывается, опять же, искусственный интеллект мне помог. Надо будет посмотреть в искусственном интеллекте, когда был открыт гематоэнцефалический барьер. А как его открыли? Взяли мышку, ну там убили мышку, накачали ее этими чернилами и посмотрели ее кровоснабжение. И увидели, что мозг не посинел. То есть все органы окрасились чернилами, а мозг не окрасился. И вот тогда был термин придуман гематоэнцефалический барьер. Стали выяснять, на каком уровне не поступает. То есть мозг очень сильно защищен у нас от инфекции и от каких-то вредных воздействий. И это вот гематоэнцефалический барьер. Оказывается, на уровне капилляров. Но когда они это обнаружили в микроскопе, то они увидели, что в мозге есть пустых артерий очень много. Они удивились, а зачем тогда пустые артерии, если работает вот этот барьер. И так до сих пор человечество не ответило на этот вопрос, кроме меня. Мне интересно. Ребята, я сейчас вам скажу такую классную теорию, что
когда мне нужно было найти хоть какой-нибудь материал по даже, скажем, медицине, есть же статьи, журналы, да? Вроде бы там все открывают научные открытия каждую неделю. Эти научные открытия, казалось, что мы вылечим все уже. Но правда такая, что вот сейчас я дам рекомендацию нашей аудитории, пока не читайте ничего. Попробуйте дать искусственному интеллекту немного переработать эту информацию и выбрать то, что действительно будет работать. И, возможно, людей, таких как Татьяна, у нас появится больше. Не у всех есть деньги и возможности везде печататься в известных журналах. Никогда такого не было, чтобы человек, которого честно и хорошо хочет какой-то дать совет, он бежит в какой-то журнал, особенно коммерческий, да, рассказывать эту всю историю, и журнал говорит: мы вас ждали всю жизнь. Да такого нет, ребят. Есть мой канал. Есть мой канал, приходите, пожалуйста, рассказывайте, потому что я такой же, как и все остальные. У меня есть свои теории, свои мнения. Они никогда не вызывали у академиков какой-то определенный, я бы сказал, интерес, потому что они все, скорее всего, были заняты своим делом, да, какое-то одобрение. А вот появляется искусственный интеллект, и у него есть время для меня, со мной пообщаться, со мной поговорить, что-то поисследовать, возможно, где-то мне задать нужные вопросы. Поэтому, Татьяна, я очень рад, что такого рода люди не ждут там лет 10, а с помощью искусственного интеллекта мы можем и сегодня поговорить и даже подтвердить многие теории, что это действительно правда, это верно. Более того, когда вы пойдете в интернет и будете искать с помощью искусственного интеллекта подобные практики, я уверен, я лично проверял, что есть и книги, и информация по этому поводу, и открытие, которое сделала Татьяна, оно на самом деле уникально. Я хочу более подробно про него поговорить. Татьяна, давайте начнем с вашей книжки. Да? Вы вышли с подарком к нам, и мне она прям очень нравится. Я с удовольствием такой подарок вам принесла. Эта книга, ну, это как бы научный труд, который вот многолетнюю мою работу, здесь все это сконцентрировано. И у меня есть еще «Свои зубы навсегда», первая книга, она продается на Озоне. И там я как раз перечисляю функцию зубов, и которые неизвестны, может быть, даже стоматологам, где я утверждаю, что функция зубов не покушать, не набить живот, а именно улучшение кровоснабжения мозга. И за это отвечают именно задние зубы у нас. И они поэтому все время должны в контакте быть, а для этого должны быть всегда правильной формы. То есть я утверждаю в своей концепции, в своей работе стоматолога, что зубы – это наши органы. И так же, как пальцы, глаза, уши, нос, они не должны стареть, ломаться, стираться. И стоматологи не должны делать пониже пломбу в привычном прикусе. Мешает пломба, стерли. И это делают стоматологи сейчас всего мира, независимо от чего. Вот, потому что они работают по теории Дарвина. Мы адаптируемся в этой жизни, набрали в генетических мутаций от всех обезьян, которые были у нас в прошлом. И сейчас вот мы притираемся как бы к этой жизни, мы притираемся. И из-за этого у нас колени болят, и зубы притираются, и такая гравитация, которая наше лицо вниз тянет. Ну, в общем, я считаю, что это абсурдное заявление. Я вообще считаю, я лично, ребята, которые уже сколько, 37 лет я живу на планете Земля, да не произошел я от обезьян. Если кто-то так считает, пожалуйста, включайте канал «Теория Дарвина», там очень много информации по этому поводу. Я думаю, что человек духовный, и есть много больше, чем обезьян. На самом деле сейчас и многие доктора оскорбят, скажут, что мы не лечим какая-то обезьяна. Но если доктор говорит, что это у вас обмен веществ неправильный, это у вас генетическое, ну это у вас от возраста, это у вас климакс, это у вас гормональный. На самом деле это фразы из теории Дарвина. Если мы смотрим, ну вот друг на друга мы сейчас смотрим, мы видим идеальное творение Бога, мы должны верить, что у нас нет изъянов генетических, а значит, изменив какую-то часть своей жизни, например, диету или там образ сна, образ мыслей, помощь людям, ну то есть что-то другое включив, мы уже выздоровеем, мы будем здоровы. Я доказываю, что в организме человека нет старости. И вот эта книга, это как спать правильно, чтобы не болеть, она именно вот про это, что мы каждую ночь молодеем, и у нас нет механизма старости, но мы как бы изнашиваемся, у нас клетки имеют свой срок службы, но есть орган, который называется блуждающий нерв, это как вот провода к лампочкам протянуты, нервы — это у нас провода. И он каждую ночь с 11 ночи до 5 утра помогает делать молодые клетки стволовые, и поэтому каждую ночь мы выздоравливаем и омолаживаемся. То есть больные старые клетки заменяются на новые. Какое должно быть обязательно условие этого? Прямая шея, потому что блуждающий нерв проходит по шее.
Если Татьяна, мы его я сейчас даже зажали, перебью он буквально не этот работает. момент. Мне очень как бы важно подчеркнуть ребятам, что я вот сейчас не знаю, как это будет видно на камеру, я вижу Татьяну напрямую. Татьяна возраста моей мамы приблизительно, и Татьяна у нас 64, 61 даже год и 64 61 год год, да. рождения. Я думаю, любой Да. позавидует Да, спасибо. такому здоровью, поэтому, ребят, давайте слушать внимательно, я вот реально буду слушать Татьяну. Татьяна, Да. продолжайте. Рецепт вечной молодости. Рецепт вечной молодости. По крайней мере, чем раньше начнем, может быть, мы действительно будем выглядеть так же, как Татьяна. Дай бог каждому. Когда-то я очень удивилась, когда узнала, что вот перед тем, как таблетки и микстуры широко продавать, оказывается, были вот широко разрекламированы сказки, где вот эликсир молодости был в пузыречке, и надо было выпить микстуру, ну, как бы жидкость, эликсир. И это как раз подготовило людей к тому, что фарма будет много продавать микстур, таблеток и все. И мы, в принципе, надеемся сейчас на таблетки. А теперь вот нужно как-то дать понять населению, может быть, искусственный интеллект нам в помощь, что у нас внутри все заложено. Вот это вот наша молодость, она называется вторая нервная система, ночная, это блуждающий нерв. Она работает с 11 ночи до 5 утра. Спите вы, не спите. Самое главное условие, что вы шею не зажали, то есть вы не лежите на животе ночью. И в это время нужно так расслабить свое тело, поэтому нас природа укладывает, ну, как бы спать, хотя мы можем не спать. То есть у нас сон тоже такой традиционный европейский сон, он был всегда двухфазовый. И это было всего 5 часов, может быть. Потом раздули такую теорию, что надо 10 часов спать, мелатонин там вырабатывается, и что прямо если не будешь 10 часов спать, то ты будешь болеть. И все болеют и действительно говорят, я, наверное, мало сплю, не выспался, у меня стрессы. И начинают повторять эти как бы ложные теории. На самом деле я убедилась, мы уже вот 7 лет правильно спим с моими пациентами. Если спать голова выше живота на больших подушках, а помните наши предки спали, ну, даже бабушки, прабабушки еще Да, спали. высокие подушки Высокие такие, подушки. да. В Европе были такие закрытые шкафы, чтобы не поддувал, и они были короткие, чтобы ноги упирались, когда мы спим. В Версальском дворце, в Эрмитаже, хоть в каком дворце посмотрите, там всегда были короткие кровати, хотя люди были нашего роста. Подождите, получается, что если я сплю на животе, я сплю неправильно? Нет, вы нарушаете заповедь Корана, кстати. Да? Потому что в Коране есть такая суна, где написано, что Аллах не приветствует тех, кто спит на животе, потому что будете болеть. Представляете, это много веков назад было так написано. Но там есть дописка, что надо спать на боку, но я доказала, что на боку тоже вредно, особенно мужчинам, потому что у мужчин широкие плечи, и вы не сможете спать на боку, потому что вам плечо будет мешать. В таком случае вы сокращаете себе плечо и ложитесь на руку. зажатую. Я так и делаю каждую но вы ночь. ложитесь на зажатую шею, не на руку. То есть Даже, у вас да, ухо так. получается на плече, и вся шея у вас гармошкой сложилась, а там же мышцы, в которых проходят сонные артерии, и ночью надо сладко почмокивать. Вот в народе говорили сладко спать. То есть у нас ночью тоже происходит движение челюсти, которое доит корову и забрасывает кровь в мозг. Вот это такие движения, которые никто не слышит. То есть скрежетание ночное слышат все и говорят, ты так ночью скрежетал зубами или храпел. А что это такое? Это были спазмы мышц, вот эти вот как раз были перекосы. А если вы правильно лежите, у вас сладкий сон, сладко почмокивать, и вот тогда сон становится очень короткий. То есть получается, что нужна какая-то либо подушка, либо правильная, ну это в принципе теория, я не думаю, что мы сможем, ребята, раскрыть всю правильную тему, поэтому есть книжка, где можно глубоко прочитать, почему, можно, скорее всего, даже найти какую-то информацию в интернете, но я думаю, что есть смысл помочь вот и Татьяне. Ребята, приобретайте книжку, я думаю, она действительно интересна, я ее получаю за этот подкаст, я думаю, я заслужил, вот, я обязательно ее прочитаю, потому что действительно тема серьезная. Я когда заметил уже давно, сон не только влияет на вес, на твое настроение, потом погода, дождь, свет, там, солнце, не знаю. Если вы правильно спите, вам вообще все равно, вы не реагируете на погоду. И действительно, и когда я сплю на животе, а у меня это очень серьезная привычка, я не знаю, что с ней делать. Сейчас у всех так, потому что у вас широкие плечи. Широкие плечи, да? Да, вы по-другому не можете лежать. У вас большая грудная клетка, и если вы лежите на спине, у вас голова не достает до низкой подушки.
Если лежите на боку, у вас широкие плечи, и вы вынуждены переворачиваться на живот с поджатием ноги к животу. А поджатие ноги к животу – это зажатие паха, то есть паховой вены, это потом тоже осложнение по каким-то болезням. То есть я доказала, что все болезни идут от сжатия мышц, а мышцы можем сжать только ночью, когда неправильно лежим, потому что днем мы все равно двигаемся. Попробуйте неудобно сидеть. Помните, такая есть поза, когда у нас рука оттекает и такая становится. Да, ну вот это днем мы можем, конечно, себя довести до полного паралича какой-то руки, но потом все равно мозг нам скажет: хочу есть, хочу пить, пойдем покушаем, пойдем то. И мы отлежали руку, и начинаем там, вот она болит у нас, чего. Но мы ведь отлежали не только руку, мы отлежали, например, внутренний орган тоже отлежали, и он у нас также онемел, ну, например, поджелудочная онемевшая. Ну, Ребят, рано или поздно. я думаю, что это очень глубокая тема. Мы с Татьяной разберем эту тему именно в нашем следующем раунде. Поэтому, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, потому что нужна ваша обратная связь. Я хочу задать другие вопросы по медицине. Они тоже очень важны, и наверняка люди будут в них заинтересованы. Это вот наши любимые йоги. Йоги, сейчас пошла вот эта прям практика. Не кушать, следить за здоровьем, нужно заниматься йогой, медитацией. Где-то это очень похоже, что вы говорите, что человек рождается сразу же идеальным, да, и мы потом друг друга, наверное, мы портим, да, себя. Вот можете как-то рассказать с точки зрения медицины, вот йога, она полезна, она нужна, или все-таки это, скорее всего, еще не проверенный факт? Ну, кто бы его еще проверял? Конечно, это непроверенный факт, но он существует века, то есть есть отдельные индивиды, которые идут по этой дороге и сами себя приводят к какому-то результату. Результат у них полная нирвана, то есть эгоизм, когда человек отрешается от мира, и он отвечает только за себя. Этим отличается это направление в религии тем, что человек занимается сам собой. Ему не интересно, кем вырастет там его племя, его потомки, чтобы продолжить традиции предков. Поэтому то, что это развивается, ну, например, в европейских странах, меня немножечко это удивляет, потому что это больше к восточной культуре, наверное, относится, когда там меня, как я на ветке рос, меня ветер снес, там это много детей, жаркий климат, они там бегают, носятся, что-то там едят, и поэтому там человек, который что-то решил для себя узнать, он уходит. У нас есть подобное, кстати, это монашество, да, когда человек тоже оставляет мир, уходит и занимается сам собой, духовностью. Вот, но там немножечко другой посыл идет для самого себя. У йоги это все-таки закрытие от внешнего мира и вот это уход в особое состояние. Я считаю, что здесь очень все индивидуально и сложно проверить. Именно медики это сложно проследить за ними. А вообще, можно ли представить себе, что вот даже чуть-чуть вернемся в тему именно сна, что будет стоять какой-то робот, следить за нами 24 часа в сутки и будет нас переворачивать, нет, неправильно спишь, и обратно вкладывать. Это очень похоже на ребята на фильм «Матрицу». Помните, да, когда они переворачивались в этих капсулах, да, и говорят, нет, ты неправильно. Да. Вот вы должны жить, ребята, вы нам нужны. Вы знаете, у нас есть такой интеллект, мы сейчас, в принципе, затронули тему искусственный интеллект развивается, как нам при этом сохранить естественный интеллект, то есть наш родной, чтобы он к 80-90 годам не выдал деменцию. Мы сейчас об этом говорим, что он тоже должен развиваться. И основное условие развития нашего нормального интеллекта – это новые клетки. Так же, как с искусственным интеллектом, если, например, сравнивать, да, то здесь вот в искусственном интеллекте это новые носители, это новая информация, новое что-то, мы должны что-то новое давать. В своей голове мы должны тоже новое давать. А это стволовые клетки, которые, если приходят в мозг, они потихонечку дозревают до нейронов. И каждый день у нас есть первая фаза сна, это 20 минут, но это может быть дробно, по 2 минуты, по 5, там, поели плотненько, что-то сон потянул, минуточку подремали, пришли в театр, там еще 5 минут подремали, это и есть первая фаза сна. Она эффективна только если есть новые нейроны. И вот мозг за вот эти короткие промежутки дремоты, он запоминает информацию, которая в день накопилась, в эти новые нейроны. Вот вопрос, это исследовали, это же не исследовали. Вот каким образом физический носитель, то есть клетка, это же физическое тело, это же материя, да?
как туда запоминаются запахи, настроение, какое-то состояние души. Вот это же надо тоже исследовать. Но кто будет исследовать, если потом мы поняли, что можно лечиться самим, да, нам, в принципе, поддерживать здоровье мы можем сами, да, нам не нужны таблетки. Кстати, это вот отголоски, где вот я жил долгое время за границей, да, куда только не придешь к врачу, таблеточку тебе. Никто не скажет, посидите там, подумайте, возможно, поспите хорошо, придите потом через неделю, проверите, вот вам список. Им всегда что-то дадут, ты всегда с чем-то идешь. Я себя потом не всегда хорошо чувствую и знаю много моих знакомых. У меня есть огромное количество людей, которые жили со мной и в Канаде, и в Америке, которые говорили об одном и том же, сходил к врачу, получил таблетку, потом не знаю, что с этим делать, месяц мучаюсь, особенно обезболивающие. У меня была операция на ноге, я, наверное, месяца 2 я ходил и не мог понять, что со мной происходит, а потом все повылазило. Вот из этих маленьких таблеток обезболивающих я получил столько болезней, я даже не знаю, справился ли я с ними по сей день, потому что это очень страшно. Вот, кстати, вот искусственный интеллект здесь может нам помочь как раз именно в медицине, потому что он соберет вот эти все сведения и даст правильный вывод, почему вот, например, ну, какая-то группа населения, как сейчас вот Трамп начинает там громко кричать, что парацетамол вызывает там осложнения у людей, типа аутизма и все остальное, да. А что нельзя было заранее это все исследовать, вот какое будет воздействие. Так мы этим парацетамолом уже 50 лет лечимся, и вот за 50 лет все хуже, хуже, хуже. Опять же, не доказано. Вот это искусственный интеллект должен делать. Потому что человек не сможет вот это все проанализировать. Это большой быстрый анализ, да, это большой быстрый анализ, точный анализ, выверенный анализ. И вот здесь для медицины я прям вижу прямое назначение искусственного интеллекта. В некоторых местах как-то очень осторожно, если не те доктора дадут ему сведения, информацию. Ну, например, я сейчас вам расскажу. Когда хрустит сустав у человека, вот здесь, да, начинают, конечно, идут к стоматологу, и стоматолог начинает называть такую несуществующую профессию, называется гнатолог. Это вам к гнатологу. Это называется, что я ничего не знаю, может быть, кто-то знает под названием гнатолог. Другой врач, который решил, что, ну ничего, я буду называться этим названием, он начинает, то есть он тоже ничего не знает про сустав, и он отправляет человека на МРТ. На МРТ 2 сустава, они сдвинуты вот так. И, естественно, это плоскостная картинка, и по физике это будет меньше, чем вот это, потому что это же удалено. И кажется, что один сустав меньше другого. И тогда они говорят, это атрофия сустава у вас. Вот это искусственный интеллект, если туда, к нему туда внести, да, что, ну, например, у меня хрустит сустав, что мне делать? И искусственный интеллект, повторяете, большинство врачей то, что делает, он скажет, вам надо на МРТ, у вас там атрофия сустава, а на самом деле это неправда. И как я это поняла? Я в 2012 году провела очень много исследований УЗИ, а УЗИ это безвредно. И мы давали жвачку всем подряд, вот всем, и дети, и взрослые, и у кого хрустел, у кого не хрустел. То есть мы видели и норму, и патологию. И я тогда увидела, что с суставом ничего не происходит. Вот, то есть мы, когда его смотрим в динамике, мы видим, что ничего не происходит. 100% я уверена, что то же самое происходит с коленками. То есть направляют на МРТ, говорят потом неправильный диагноз, потому что там ничего не видать, потому что колено не двигалось, оно там застыло. Но мы же не знаем, как человек лежал. Может быть, у него спазм мышц был, и колено развернуло. И вот у вас уже дисплазия колена, видите, у вас другая форма. Так вы не видели норму-то. Почему вы делаете диагноз, когда вы же нормальных людей не просвечивали, потому что МРТ это тяжелое достаточно исследование, это надо заезжать в эту трубу с магнитом. Да, кто делает, все знают. Я лично делал несколько раз. Ну вот, а получается, что вы делали несколько раз, и все зря, потому что вам поставили неправильный диагноз. Но если вы начнете выяснять, а что мне делать у искусственного интеллекта, он накопил ошибки. Причем, ну, это же врачебная ошибка, которую он потом то есть нужно не ему может помочь, да? Нужно реально ему помочь, вот академия, да, в которой и вы вот про что мы начинали в начале нашего разговора, что с самой медициной надо тоже разобраться, прежде чем активно внедрять искусственный интеллект с готовыми... Нет, просто сейчас же хотят как, чтобы диагноз ставил искусственный интеллект. А кто его научит этот диагноз ставить? Эти доктора сначала должны научить. А если они ошибаются в каждом там втором случае, вот как вот про эти таблетки вы говорите. То есть это может нам навредить, вообще навредить тогда это использование. Если это, то есть, ребята, значит, весь мой канал именно про это. Да? Когда мы начинали с вами только знакомиться, я рассказывал, что искусственный интеллект — это
все-таки интеллект, начнем с того. Он пытается нам помочь, он помогает. И я сейчас все больше и больше вижу, сколько бы его ни учили ерунде, каким-то образом он находит эти алгоритмы и понимает, это ерунда. И вот я буду и выступал, и буду выступать тоже с лекциями на эту тему. Нет, ребята, это другая технология, это не платформа заработка, где поставили в клинику, и он выдает вам какие-то. Это не заработок, это что-то другое, и к нему нужно относиться иначе. Скорее всего, на него нужно создать свое отдельное государство, либо свои законы. Он должен быть где-то и защищен, и где-то обучаем, и обучаем до какого-то момента, где мы точно знаем, или где он может сделать, что, ребята, я пока не знаю. А когда его обучать всякой ерунде, можно второй же такой же вырастить, который будет что, с ним ругаться, говорить, что здесь вы правы, а здесь нет. Поэтому я понимаю, что эта технология очень крутая, она реально помогает и вот как таким врачам, как Татьяне, именно рассказать о своей технологии и реально проверить. Вы можете реально зайти, взять Татьянину книгу, проверить. Я лично, когда готовился к этому подкасту, я этим и занялся. На самом деле это очень увлекательная проблема. Это очень увлекательная тема, и взять и просто проверить вот книжку, прочитать информацию, сделать какую-то выжимку. Но знаете, что мне захотелось потом сделать? Прочитать эту книжку, потому что я понял, что книга ценна. И так со многими авторами. И вот когда мы разговаривали и с Николаем Ходицким именно про вот новые нейроны, люди не ходят слушать классическую музыку, а это именно поставщик этих нейронов, потому что классическая музыка, она не всегда одна и та же. У каждого представления немножко другая интерпретация. Конечно. И если вы хотите молодеть, вы должны бежать туда, ребята, слушать классическую музыку. Ни поп, ни рок, ни рэп, где вот это одно и то же, этими циклами. Там новых нейронов не рождается. Вот в классической музыке, иногда, когда я выхожу с консерватории, мне кажется, у меня целый мир, у меня вселенная изменилась. Я слушал одну и ту же композицию несколько раз. Ну, она же по-разному играется, все правильно. А мы заметили, что вот когда я поняла, что все европейцы, они всегда всю жизнь спали двухфазово. Вот я начала говорить, а вторая фаза — это просто мы можем не спать, но мы полностью расслабляемся. И вот оказывается, дольше всего запоминается, то есть дольше всего нам хочется спать именно когда у нас были какие-то эмоции. Причем не только когда мы расстраивались там или там что, а и когда радовались, когда вот эта вот классическая музыка, она у вас дольше будет запоминаться. То есть эмоциональная память, она требует больше энергетических затрат, и она более ценна для нашего интеллекта, представляете? То есть вы можете 5 часов слушать скучную лекцию, и потом буквально там подремать после сытного обеда минут 5, и все, и вы опять бодры, все ходите. Но если вы послушали и насладились красивым концертом классическим, то вы будете спать потом сладко, как я младенец. это делаю постоянно. Часа, я всем рекомендую, ребята, вот посмотрите, во-первых, подкаст с Николаем Ходицким, он очень сильно раскрывает эту тему. Это поставщик бесплатных нейронов. Вот искусственный интеллект, это же сможет потом сопоставить. Конечно. Я говорю про это, он говорит про это, да? И я думаю, что искусственный интеллект скоро наш канал вообще поставит и даст ему премию золотую, да, вот я думаю, что мы занимаемся именно тем, что мы реально, ребята, это не просто подкасты, мы выискиваем людей, я проверяю всю информацию, все, кто приходит ко мне на подкаст, это люди, которые действительно профессионалы своей профессии, и мне очень интересно с ними разговаривать. И мой следующий вопрос, подушка, какую подушку выбрать, их столько много. Их вообще нету. Мы с этим столкнулись за 7 лет. То есть стал понятен смысл, что нам надо спать так, чтобы не зажать шею. Мы делали, и это ждун вот этот продается, да? Ждун, да, и да, этот да. пуфик с песочком, и 5 подушек себе под спину. Надо, а оказывается, спать надо, вот наша спина, это вот это спина, это у нас только поясница. То есть вот этот лордоз поясничный, вот туда надо, оказывается, подушку класть, а не под голову. А все подушки, которые сейчас продаются, это под голову мы запихиваем. И у нас получается, что вот этот лордоз прогибается, и подушка давит, особенно ортопедическая, прямо на сонную артерию. А в это время поясничный лордоз пустой, и спина прогибается, нам неудобно. И на любой другой подушке мы перевернемся и будем спать калачиком. А калачиком это зажатие всех мышц и нарушение кровоснабжения. Поэтому вот 7 лет мы пытались это все приспособить. Я поняла, что мы говорим не о подушке, а о культуре сна. Нам надо вернуть прям правильную культуру сна европейцев. И я разработала свою подушку, которая похожа по рельефу на стоматологическое кресло. Мне будет интересно ее попробовать. Я сейчас объясню, ребят. Когда у меня была проблема, это, кстати, реальная проблема,
подтвержденная врачами. Я спал, и по каким-то причинам, когда я ужинал, у меня как-то во сне как-то или еда выходила обратно, я не знаю, мне тяжело это объяснить, это какая-то была, мне очень было больно в желудке, мне реально было больно, некомфортно, я думал, у меня реально какая-то серьезная болезнь, я не мог справиться годика 2. Что я сделал потом? Я сходил к врачу, мне все сделали, мне там проверили, шланги все туда, как говорится, вставили, сказали, у тебя ничего нет, мы все биопсии взяли, ты здоровый абсолютно человек, а мне все равно плохо. Вот это, видите, это опять ошибка врачебная. Так она была не один раз, там было 5-6 человек, я 5 раз давал, извините меня, шланг глотал. Ребята, это очень тяжелая система, под наркозом при том, наркоз же очень плохо для организма. Что я потом сделал? Я не был искусственным технологом, я в гугле копал, ничего найти не мог. Я купил просто подушку, я сам догадался. У меня была подушка, вот такая просто, треугольная. Да, вот такая, да. Ребята, 2 месяца, и я не испытываю этих проблем уже, наверное, лет 10. Ну вот традиционно все сердечники, все эти инсультники, они как попадают в стационар на скорой помощи, им же поднимают этот вот головной конец, они полусидя выздоравливают, потом возвращаются домой и опять спят с пережатой шеей. Блуждающий нерв, у него есть особенность, если его зажать сильно, он остановит сердце. Поэтому его нельзя зажимать. А тем более добровольно, каждую ночь, когда вы хотите отдохнуть, и в это время вы зажимаете себе шею. Вот это запрещено. Ну, подушка Миката, она как следствие, то есть это такая научная разработка, она называется миофункциональная ложа Миката, на нее есть патент. Это просто вывод, что культуру сна надо восстанавливать. Мы сейчас не можем себе тюфяки и перины подушки снова нашить, потому что, ну, где мы возьмем теперь эту технологию? Мало того, мы обнаружили, что кровати сейчас не те делают. То есть раньше, помните сказка «Машенька, 3 медведя», там Машенька заснула только на маленькой узкой кровати для своего размера, да? И, например, Лев Толстой, наш знаменитый писатель, у него очень короткая кровать, он спал сидя на койке, и тут стенка, и, ну, Петр Первый возьмите, да? То есть мы, если посмотрим старые кровати, старинные, они реально небольшие, ребят, музей Коломенская, сходите посмотрите, там вот я удивился, я думал, как здесь можно спать? Да? Петр Первый, мы же все понимаем. Знаем, что он-то был 2 метра, нам конечно. Не могут ничего сказать. Поэтому сейчас кровати, они должны быть короткие и узкие. Ну а нам поношили эти огромные диваны, такие я не знаю, зачем, у меня это. Большая кровать, я всегда сплю с краю. Вот, я посередине спать не могу, мне некуда руку сложить. И все так говорят. То есть обязательно должна быть у изголовья высоко, чтобы подушка не сползала. И ноги должны упираться в стенку. Вот если вы сделаете себе такие условия, и еще и подушку Миката положите, которая имеет 2 валика под лордозами шейным и поясничным, ну фактически все, вы выздоровели и больше не стареете. Я даже могу больше сказать. Мы сделаем эксперименты к следующему раунду. Да, ребята, наши подкасты — это только подкасты. Дальше у нас следуют более интересные программы. Мы будем реально своими руками что-то делать. Мы будем исследовать, да, показывать, как это все работает. Это один из классных экспериментов, которых можно сделать очень быстро. Постараемся в течение полугода это сделать. Я действительно хотел бы приобрести эту подушку. Я реально хочу его попробовать по многим причинам, потому что у меня уже были такие проблемы. И я понимаю, что я не высыпаюсь, я не продуктивен, я не зарабатываю больше денег. Не зарабатываю больше денег, ребята, вы подкасты не смотрите, потому что подкасты все благотворительные, я ничего с этого не зарабатываю. Но дело-то не в этом. Татьяна, понимаете, у меня есть мама, у меня есть папа, да? Наверняка есть детки маленькие, они тоже наш канал смотрят, у нас семейный канал. Они посмотрели наш подкаст и сказали: ребят, вот есть Татьяна, вот есть Михаил, они советуют вот прочитать эту книжку. Они идут к своим родителям, они подкасты не смотрят. У них там либо советская школа, либо все люди врут, там это все неправда. Ребята, есть искусственный интеллект. Ну, по крайней мере, попросить своих родителей там проверить, хотя ему тоже не доверяют. Как найти подход, чтобы объяснить людям: попробуйте. Это, во-первых, не стоит каких-то серьезных денег, и сами на себе прочувствуете. Ну, так же, как мы, то есть положите себе сначала 2 подушки, но не надо еще пока ничего покупать, но положите просто вот валик из одеяла под спину и сядьте поближе к стене. Что начинает сразу? Люди думают, что вот это там все болеют, а я точно болеть не буду, потому что я там мясо не ем. На самом деле, я же врач, 40 лет уже работаю, я же вижу, что антилоп с золотыми рогами нету. Все антилопы ходим среди гиен
и рано или поздно какая-то болезнь до нас шандарахнет, да. И поэтому, когда я же стоматолог, когда я стала смотреть, а что мы лечим-то во рту, на самом деле я увидела одну и ту же траекторию, то есть зубы во рту не гниют, и нам тоже это сказали неправильно. И вот интересно мне, искусственный интеллект, надо его поменять тоже, его мнение. Например, археологи выкапывают могильники, там миллион лет прошел, там все зубы целые. По зубам определяется возраст человека. Даже если в этих зубах были трещины, кариесы, там что-то было, но за миллион лет больше не ухудшилось. То есть зубы – это божественная субстанция, она вечная, они не гниют. Тогда вопрос, чем мы ходим к стоматологам все время? Потому что не убрана проблема. Проблему убрали, это причина, лежим неправильно. С выехом, вот так, да, челюсти. Ломаются зубы, потому что шея зажата, храпим, мозг просит. Поставь челюсть на место, чтобы мне кровоснабжение было хорошее. Мне надо запомнить информацию, там, концерт посмотрели, а мы ему не даем в это время. И вот у нас нужно менять парадигму. Вы правильно сказали, здоровый человек, он много зарабатывает, а врачи, они как бы подсознательно боятся, а вдруг все выздоровеют, и они такие ненужные. Я вот хотел только сказать, что я первый вижу стоматолога, который говорит, не нужно ходить к стоматологам. Не надо ходить к стоматологу. Обычно они говорят, вы подождите. У меня был один стоматолог, который сказал, не нужно удалять зубы мудрости, пока он тебе не заболел. И по сей день, это уже прошло лет на 15, я его не удаляю. И они все еще, да, там. И потому что не нужно удалять зубы мудрости точно, потому что меняют обезьяны, а зуб мудрости удаляет только как атовизм. А это у нас не атовизм, это творение Бога. Получается так, что у меня есть остеопаты, кинезиологи, они, последователи вот этой моей теории, проверили все. И потом был вопрос, а что мы делать-то будем? К нам никто не будет ходить с больной шеей. Я говорю, как вот я делаю? У меня пациенты больше не ломают зубы. Все, не болят. Пульпит вообще забыла, как его вообще лечить. За эти 7 лет, пока все спят правильно. Менять парадигму, это называется профилактическая медицина. То есть мы объясняем человеку, как не болеть. Он начинает молодеть, потому что каждую ночь мы молодеем. У нас есть структуры, которые нас омолаживают, и ни одной структуры, которая нас старит. И тогда мы становимся другие врачи. Здоровый человек приходит веселый, показывается. Например, мы покупаем хорошую машину, мы же ходим на ТО. Мы же не ждем, когда мы там об забор ее стукнем, и потом приходим, и ее надо там чинить за бешеные деньги. Вот здесь то же самое. Мы приходим здоровые, проходим ТО, и потом ходим с полной уверенностью, что у нас все хорошо. То есть настоящие врачи, которые исследователи, какие-то появляются новые болезни, они дообучают искусственный интеллект, который, возможно, может проверять и делать какие-то чекапы ежедневные. Да. Я думаю, причем, когда человек здоровый пришел, искусственный интеллект более точно поставит ему диагноз, потому что у него в большей степени в норме все, да, все показатели, и там какой-то один показатель отличается. А если человек приходит, у него все больное, у него там глисты, потому что он лежит, пах зажал, кишечник не кровоснабжается, там, конечно, там весь космос завелся. И всякие бактерии, и глисты, и кого только нету, и нарушение кровоснабжения почки, и тут же. Поэтому доктора разделились. Эндокринолог занимается там щитовидкой, терапевт этим, а на самом деле это же вот человек скукожился весь, лежит неправильно, и вот у него как в болоте начинает вот это все размножаться. Вы приходите к искусственному интеллекту, и вы даете это больное, больное, больное. Там даже искусственный интеллект за голову схватится. Уже не говоря про настоящий. Мне кажется, он уже схватился, потому что из того, что я понимаю, когда я с ним разговариваю, он говорит, да что ты вообще несешь, какую чушь, да блин, такого быть не может. А мне кто-то там рассказал, да, какого-то там блогера посмотрел, потому что я ему столько всего скармливаю и столько проверяю. Я видел людей, которые реально мне просто удивительно было, там какая-то девочка в интернете, в Инстаграме показывает какие-то упражнения, она сама с кривой спиной, она показывает, как правильно делать упражнения, становится разными позами, и у нее упражнений больше, чем, наверное, у человека рук, наверное, есть. Если все эти упражнения вы выполняете, дня не хватит, суток не хватит, на каждый чих упражнение, там спишь не так, упражнение, да, там надо к стенке спину выравнивать, и люди смотрят, самое интересное, ребята, что вы смотрите, я вообще понять не могу, или вам это подсовывают 4-5 миллионов просмотров, вот я очень сильно удивляюсь вот этим всем просмотрам, я вот надеюсь, что искусственный интеллект их всех отфильтрует, и я бы хотел бы найти... ему же надо дать это сначала, Татьяна, вот я вас не мог найти в интернете,
интернете уже лет 10-15, хотя я реально искал свою проблему с подушками, какую подушку купить, что может быть именно являться вот этой вот проблемой, которая она у меня была. И я уверен, что вот эта цепочка, да, именно коммуникации, я всем говорю, искусственный интеллект — это момент коммуникации, это не напрямую там в Телеграме, либо в WhatsApp, а коммуникация между профессионалом и профессионалом. И Татьяна выкладывает свою информацию, другой профессионал тоже, и мы можем друг друга найти. Искусственный интеллект проверяет эту информацию, говорит, да, ну вот посмотрите исследования Татьяны, да, возможно, они еще не подтверждены там десятками тысяч хороших кейсов, но, по крайней мере, это есть куда посмотреть, потому что вопрос, который я очень часто получаю, а когда мы можем вылечить рак? Вот буквально давал недавно интервью, и я сказал, ребята, может, мы уже его и можем вылечить, мы просто не знаем об этом, да, вот, понимаете, мы иногда вообще не знаем некоторые моменты, которые у нас существуют. Мы приходим к врачу, вроде к специалисту, но он тоже у него не 1000 рук, у него нет огромной компании, либо клиники, которые этим занимаются, а лаборатории, которые существуют, может быть, они занимаются специфическими моментами лечениями, тоже все невозможно обхватить. Тут, наверное, искусственный интеллект будет нашим союзником. Я хочу спросить про другое. Я слышал, что можно вылечиться привкус, да? Как-то да. именно не используя брекеты. Я столько людей в брекетах, и мне их столько пытались навязать. Что делать? Вот мне интересен этот вопрос. Смотрите, брекеты были придуманы англоговорящими. Ну, там, по-моему, даже в Англии начали. В Америке там было развитие этого всего. Почему? У них, потому что фонетика достаточно такая травматичная для прикуса, то есть язык между зубами. Поэтому брекеты, они работают только на эстетику. А сейчас у всех функция нарушена. То есть идет перекос черепа, и в народе говорили мозги на бикрень. И вот я сейчас занимаюсь сначала, первый этап – это функция, то есть расслабление мышц черепа и выравнивание черепа, то есть улучшение кровоснабжения мозга. А потом только, получается, что если кости черепа выровнялись, мышцы расслабились, то все зубные ряды сами по себе выравниваются. Вот больше 20 лет получается, что я работаю капами миката, и когда человек спит или сам себе расслабляет все внутри, то сам организм раскрывается, как вот бутончик цветочка смяли, а потом отпустили, и он пошел и выровнялся. То есть это от челюсти идет, вполне зажатость челюсти, да? Есть такое неправильное понимание, что это зубы кривые. На самом деле, представьте такую занавеску, которая собирает в гофре, да, и вот так у нас собирается альвеолярный гребень, то есть та кость, в которой сидят зубы, это называется альвеолярная кость. И когда мы лежим неправильно с детства и давим себе, а ребенок должен расти, у него кость начинает собираться в складочку, и зубы, получается, вот так собираются тоже. Кстати, замечал такое у многих детей. И если мы спим в капе миката, мышцы больше не давим, начинает вот эта гофрированная косточка расходиться, выравниваться, и зубы вместе с ней, естественно. Поэтому, когда мы брекеты, они тоже, кстати, это то же самое делают. Они очень медленно раскрывают саму дугу, дуга выравнивается и тащит за собой зубы. Но выравнивается не зубы, а кость. Как это понимать? Зубы сидят в кости, в лунке. Может быть, кто-то удалял зубы, помнит, что там была дырка после удаления. Да. Можем это сравнить, как нога в сапоге. Одна нога в своем сапоге, другая нога в своем сапоге. И когда даже ортодонт, который стоматологи ставят брекеты, и то иногда путают, мы сейчас зубы сюда подвинем, сюда раздвинем, сюда там это. А как они подвинутся? Они каждый в своем сапоге. Их же нельзя вытащить из сапога, переставить на чужое место. А врач говорит, мы вам сейчас сдвинем зубы, вот удалим там лишние зубы, типа лишние, это значит, уже он работает по теории Дарвина, да, потому что лишние могут быть только если там от обезьяны. Зачем нам руки не удаляют лишние? Вот опять же, да, вот это вот. Вот палец у меня заболел, надо удалять. Вот почему не лечить? Ну вот я тоже хочу, чтобы к зубам было такое же святое трепетное отношение, что это наши органы. Органы, которые осуществляют кровоснабжение мозга, понимаете, вот это какое важное. Если я удаляю зубы, их не лечу, то я могу себе тоже навредить, да? То есть начинается деменция, да. Чем больше зубов удаляете, тем ближе вы к деменции становитесь. То есть к этому надо именно так относиться. Теперь зубы не гниют во рту, это доказали археологи. Зубы только ломаются, как если мы по полевому шпату стучим, потому что наша эмаль — это 100% кальций, это полевой шпат, считайте. Теперь зубы не двигаются, как трамвайчик туда-сюда.
Они сидят каждый в своей лунке. Поэтому если мы их сдвигаем и куда-то там вместо лишнего зуба в кавычках сдвигаем, то они не сдвигаются, они наклоняются. То есть они остаются корнями в своем сапоге, наклоняются, а когда зуб наклонен, он уже ушел со своего места, то есть он уже отсутствует. То есть у каждого зуба своя функция. Татьяна, что вот это такое? Расскажите. Вот Это капа миката, Я сейчас хочу начинаем. показать. Стандартная симметричная. Да, вот так прям это силой раскрывать. И она, Очень сильно. это Всё. потому, что она вот так надежно Вот так вот. запечатана. Мгм. Вот Она интересная. симметричная. И вот посмотрите, что она мягкая. Да, она мягкая. Она кстати, мягкая, да. как мармеладка. То есть ее задача не двигать зубы, не давить на зубы, а просто То расслабить есть, мышцы во и рту. это любому человеку подходит, или у каждого должны быть свои? Абсолютно любому, потому что надо все мышцы расслаблять. Значит, надо так вот, расслабленные мышцы – это наше здоровье, наше хорошее А кровоснабжение. как пользоваться? Вот просто Просто на ночь? в рот на ночь и спим. Да, я вот сама сплю 15 лет уже в капе миката. И, Я думаю, результат мы видим, ребята, все да. на камеру, поэтому я думаю, тут не уд- И, наверное, подушка у вас тоже правильная, да? подушка у меня 7 лет просто высокая была, и я первая, естественно, как испытатель, я на своей подушке миката дольше всех сплю, около 4 лет уже. Вот мы испытывали, и вы знаете, что мы заметили? То есть там какой принцип? Подушка сделана из цельного поролона, такого самого качественного, такой воздушный, мягкий, да? Но надо было понять, вот какого размера вот этот вот валик под шеей, потому что у кого-то длинная шея, у кого-то не очень длинная шея. И знаете, что мы делали? Мы брали поролон, вот, может быть, вот такого, вот такой толщины, и представляете, какой он, пенка такая, да, тонкий, и вот так нажимаешь на него, прям мягкий. И мы его одну ночь клали повыше, эта полосочка такая была, и спали. На следующее утро чуть пониже, и выясняли, вот где это должно быть. Это так болела спина, если вот эта тонюсенькая полосочка лежала не на том месте. Отсюда стала понятна сказка «Принцесса на горошине», когда вот эта горошина, она может вызвать прям сильные боли в спине и в шее в виде спазмов мышц. Поэтому после этих исследований мы сделали вывод, что мы очень чувствительны к позе во сне, к подушкам, к кроватям, и поэтому сейчас почти все спят на животе и на боку, то есть свернувшись калачиком. Это я, ребят, это я так щас делаю. все. Это все, мы-то тогда все. Поэтому мы стали делать 6 размеров, чтобы вы, когда покупаете подушку, чтобы вы именно на своей подушке лежали. Мне какой купить размер, Татьяна? Вы позвоните на фирму Миката, и вас просят обязательно, какой у вас рост, какой у вас вес, и вам прям ваш размер То есть дадут. у нас какие-то индивидуальные подушки. Ребят, я, как вам и обещал, на моем канале нет никакой коммерции. Канал благотворительный. Я просто хотел помочь людям, Татьяне, рассказать свою историю, потому что я с ней лично связывался. Я реально на себе много раз проверил. У меня была такая подушка, я покупал ее, ребята, на Амазоне. Она была просто прямоугольная. Я не мог ничего найти. Я знаю, что беременные женщины покупают себе подушки определенного Это характера. тоже очень вредные подушки. Да, кстати, и вот говоря. эти подобные капы, я тоже когда-то про них слышал, но вот не пользовал. Я вот очень много читал и теории. Понимаете, человек не может все осилить. Есть профессионалы, которые об этом рассказывают, погружены в эту профессию 40 лет. Они там находятся, и они вот каждый день работают и с полостью рта, и всего остального. Я, как человек посторонний, я не могу. Я могу только послушать и доверять экспертам. Поэтому... Ребят, у меня появилось намного больше вопросов. Я думал, я найду ответы на все. Мне кажется, их появилось в десятки раз больше. Свои вопросы оставляйте в комментариях Татьяне. У нас будет следующий раунд. Я думаю, он будет очень интересный и увлекательный. Татьяна, вам финальный вопрос. Вы главный врач всей планеты нашей, да? И приходит такой Михаил, мозг говорит: Татьяна, вот такая технология, искусственный интеллект, да? Вот, и вот как вы скажете, да, так и будет. Мы людям будем эту технологию показывать? Они готовы к ней? Или все-таки подождем, еще время не пришло? Искусственный интеллект пришел уже, да, он уже с нами. Допустим, его бы не было. Я еще пришел к вам, мы находимся в каком-то новом таком вот мире, и я прихожу, вот Татьяна рассказывает, она работает, показываю, мы проводим сами исследования. Вы бы разрешили искусственный интеллект давать людям сейчас? Да, я сейчас поняла, что это очень интересно. И это производное естественного интеллекта. Моя задача объяснить, как сохранить свой интеллект, чтобы к 60-70 годам с деменцией не мучиться, да? А то что же с деменцией будешь сидеть, а тут искусственный интеллект развивается, это же обидно будет. Поэтому свой интеллект развиваем, и искусственный интеллект нам в помощь.
Ребят, большое спасибо, Татьяна. Это был шикарнейший подкаст. Спасибо. Я жду ваших вопросов. Самое главное, ребят, подписки и лайки. Все, всем пока. Благодарю.